Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня будет обзор с сайта Алиэкспресс. Фурнитура будет и бусинки. Начну я с бусин. Получила вот такие бусинки акриловые. Это бусинки 4 миллиметра. Здесь написано тоже 4,3 миллиметра, но это скорее всего 3 миллиметра. Здесь посмотрите, какой цвет, но я выписывала именно медного цвета, как вот эти бусинки. Такого же цвета на картинке были, но пришли мне какие-то розово-медные. Такой интересный цвет. Ну, я думаю, такой цвет тоже может пригодиться. Похоже и на медный, но такой медный, как вы видите. Светло-медный. Я такой кулон получила, примерно такого цвета. Покажу в конце. Как вам видно, больше смахивает на розовый. Ну, неплохие. И что я хочу сказать, я их и терла и водой, и потом попробовала ацетоном. Очень стойкое покрытие, вот что мне понравилось. Но все равно, когда мы проставляем такие бусинки между большими, я не думаю, что они будут где-то обтираться и покрытие будет сходить. Но я проверила, что покрытие стойкое у этих бусин. 4 миллиметра, 500 штук вот в наборе. И были разные цвета. Хотела именно медный такой темный цвет. Ну ничего, это тоже может пригодиться. И сейчас покажу вот тоже акриловые, только квадратные. Вот посмотрите теперь на этот цвет. Медный красивый цвет. И посмотрите, какие кубики красивые. Углы сглажены, не острые. И вот такие же, только под бронзу цвет. Очень понравились мне эти бусинки. Цвета были разные, по-моему, и под серебро, и под золото. Но я больше такое предпочитаю. Медный и бронзовый цвет. Очень понравились мне эти бусинки. Тоже проверяла и терла и водой, и ацетоном. Ну, как видите, не сошла краска. Но я не знаю, чем они их так красят. Покрытие стойкое. Понравились. Наверное, 3 миллиметра, скорее всего. Написано там как-то 3-4 миллиметра. Ну, давайте померяем. Скорее всего, ну вот, 3 миллиметра. И теперь я покажу, какие я получила гематитовые проставочные бусины. Вот такой цвет. Выбрала именно такой под бронзу. Перит называется цвет. Смотрела я, как всегда, отзывы. Мне не нравится, когда здесь не прокрашено. Но здесь именно торцы прокрашены. Здесь просто цвет гематитовый. И цвет хороший мне понравился. Вот такой. Неплохое качество, мне понравилось. Прокрашенным вроде бы прекрасно, но бывает вмятинки вот на бусинках. Но если по одной ставить или с чем-то еще, я думаю, этого и не будет видно. Ну а качество неплохое, и цвета были разные. Можно выбрать любой цвет, и под золото, и под серебро. Так, и вот такие, это уже цвет, как вы видите, это в другом, наверное, магазине. Плашки тоже квадратные, 6 на 6 миллиметров и толщина 1 миллиметр. Вот эти мне очень понравились. Но тут они не прокрашены, как мы знаем, что это синтетический гематит, конечно. Здесь нет никаких других цветов. И вот эти бусинки очень хорошего качества. Вот они мне понравились. На ниточке 423 бусинки, как написано у продавца. Ну, а на этой ниточке 387 должно бусин. Ну, я не считала. Такие хорошие бусинки. Можно проставлять с черной фурнитурой. Я думаю, классно будет смотреться. Дальше вот такие бусины. Давайте посмотрим. Это тоже гематит. Вот это в одном магазине. Такие вот под серебро. Маленькие, аккуратненькие. Я уже, по-моему, покупала такие бусины и показывала давно.
Вот они у меня закончились, и я еще взяла. Ниточка длинная достаточно и хватает надолго. Ну, нам несколько украшений хватает. 2 на 3 миллиметра бусинки и на ниточке 180 штук. И вот такие бусинки. Это я матовые выбрала, так как уже блестящие и глянцевые я покупала, но вот матовых у меня не было. Очень красивый такой цвет. Мультиколор называется. Посмотрите, здесь сколько оттеночков. Тоже проставляю такими бусинками. Видите, здесь и коричневый, и желтый, и зеленый, и такой фиолетовый. Много оттенков. Это на одной странице, по-моему, можно выбрать разные цвета. Нравятся мне такие бусинки. Часто заказываю, когда заканчиваются. И вот такие гематитовые бусинки. Только странно, вот одна ниточка, посмотрите, длиннее, другая короче. Не знаю, с чем это связано. Бусинка 4 на 2 миллиметра и 90 бусин должно на ниточке быть. Ну, может быть, я посчитаю. На какой-то больше, на какой-то меньше. Такие бусинки. Тоже можно и проставлять, и вышивку где-то пришить. Здесь не острые края. Аккуратно все. Ну и одинаковые, как вы видите, и отверстия везде одинаково просверлено по центру. Вот одна бракованная попалась. Ну, в основном все хорошие. Ну, а на этой вообще нет бракованных. Вот такой кулончик. Как вы видите, сердечко с таким интересным отверстием крупным. Здесь можно уже бейл придумать любой, какой вы хотите. Я именно этот цвет выбрала, так как я покупала бусинки такие же. И такой кулон уже круглый показывала вам. И мне очень понравилось сердечко. Решила и сердечко, думаю, сплести, наверное, бейл из бисера. Я думаю, чем какой-то бейл ставить, лучше сделать из бисера. Красиво будет. Были, по-моему, в других камнях такие сердечки. Ну, посмотрите, какое толстенькое. И так здесь все аккуратно сделано, нет острых краев. Еще я вот такие бусины купила. Подобные я показывала. Киноварь. Сделаны из этого материала. Вот так упакованы были. Но я посмотрела, что-то мне качество не понравилось. И я не знаю, как они должны быть, или они так должны быть выглядеть. И отверстие здесь вот так расположено. Вообще-то я думала обшить бисером такой кулон. И поэтому и бусины такие купила сразу. Но здесь вот такие неровности. В мыслях есть без фетра оплеточку попробовать сплести из бисера. Но вот мне есть неровности, как будет бисер лежать. Ну, а этот уже придется мне как-то, наверное, вышивать на фетре. И бусинки 8 миллиметров, 50 штук. Красивый красный цвет. Я уже покупала из такого материала бусинки. Цвет хороший. Можно ягодные украшения делать. Хорошо подходит для ягод. На камеру, по-моему, немного яркий такой красный. Немного потемнее цвет. И в характеристиках я почитала, там написано было, может вам принести энергию этот камень, улучшает внимательность, изобретательность даже и творческие способности. Нам это нужно. Всем нужна творческая способность, правильно? Если это так, было бы очень хорошо. Вот такой кулончик получила, посмотрите, какой большой,
красивый. Ну, на мой взгляд, красивый, я не знаю. Может быть, кто-то не любит такие огромные, 6,5. И здесь 7 сантиметров с бейлом. Бейл такой, посмотрите, огромный. И вот так покрашен, наверное. Сзади он вот такого цвета, черного. Ну, а здесь нанесена, наверное, краска. Но видно, что это лаком покрыто. Еще были другие элементы подвесок в форме, по-моему, листика или дерева жизни. Кому интересно, посмотрите. И у меня же бусинки такие есть. Хорошо подходят по цвету. Можно добавить в украшение таких бусин. Я думаю, и эти бусинки подойдут. И что-нибудь придумать. Так, еще покажу вам вот такие карабины. Конечно, такая фурнитура для сумок, я думала, будет, ну, немного потоньше. Он такой толстый, что можно будет крепить на цепочку и подвесить кулон. Но он такой толстенький, не знаю, пройдут ли здесь какие-нибудь бейлы. Такой, конечно, пройдет. Ну, а если бейл маленький или колечки, и 20 миллиметров именно внутри. Вот это расстояние. Я думала, будет карабин 20 миллиметров в диаметре. Нет, там написано все, что именно отверстие внутри 20 миллиметров. А так очень красивый. Не знаю, может быть, и можно поставить с цепочкой такой брутальной, грубой, да, толстой. Можно что-нибудь придумать. Посмотрю. Но если не подойдет, можно и на сумочку. Сумочки я шью, кожаные. И такие карабины всегда покупала. У меня их много разных размеров. Но такого нет. И работают они хорошо. Здесь пружинка отличная. 5 штук в комплекте. Это самый маленький я выбрала карабин. Были побольше. Если, может быть, кто-то сумками занимается, шьет. Если интересно, смотрите. Очень красивые карабины. И еще одну позицию покажу. Может быть, вам будет полезно. Похоже на карабинчик, да? Сейчас я возьму молнию и покажу вам. Если у вас, например, поломалась эта деталь, язычок называли, все по-разному, слайдер, можно карабинчик прикрепить, и все, и будет работать. Даже на сумках ломается, на куртках ломается вот такая вот деталь. Я когда увидела, думаю, может быть, и с этой стороны цепочку подсоединить, и как карабинчик можно использовать. Ну, не знаю, посмотрю, буду ли я использовать в украшении или нет, но пригодится всегда. И вот в наборе 5 штук таких. Разные цвета были, медного не было. Хорошо все работают, я проверила. Вот такая у меня сегодня была распаковочка. Очень хорошие бусинки. Если вам что-то понравилось, заходите. Все ссылки будут под видео, смотрите, выбирайте. Если понравилось, пишите комментарии, что понравилось. Интересно ваше мнение всегда. Если понравилось мое видео, ставьте пальчики, мне будет всегда приятно. Не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен, это для нас важно. Я с вами не прощаюсь, до скорых встреч!